Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и пиши в комментариях, что именно тебе понравилось и какие темы видео ты бы хотел видеть здесь. Научный мир охватил беспокойный шепот. Ученые из разных уголков планеты собрались на международной конференции по астрономии в сердце Швейцарии, где проходили заседания европейских исследовательских фондов. За столами в больших залах собирались ведущие насыщенные умы науки, чтобы обсудить недавние открытия. С каждым годом становилось все очевидным, что конец Вселенной может настичь нас значительно раньше, чем это предполагалось ранее. Профессор Хелена Мартин, ведущий астроном и специалист по космологическим явлениям, выделилась в толпе. Ее белый халат с множеством карманов, заполненных блокнотами и ручками, стал символом ее преданности науке. Хелена знала о внештатной ситуации, охватившей астрономическое сообщество, и смело заявила на открытии конференции: «Мы находимся на грани нового понимания. Природа не ждет, и если мы не начнем действовать сейчас, то рискуем осознать, что у нас остался всего один шанс». Телескопы, обсерватории и спутники, вооруженные новейшими технологиями, наблюдали за неоднозначными процессами в глубоком космосе. Главное беспокойство заключалось в том, как быстро Вселенная теряет свое содержимое. Ведущие исследователи фиксировали увеличение числа черных дыр и убывающее количество новых звезд, что угрожало всей структуре космоса. В обсуждении выступили эксперты в области космологии и астрофизики. Профессор Джонатан Ли, управляющий веществом в соседнем институте, поднял волну интереса, спросив: что будет с жизнью в таких условиях? Мы должны быть готовы к тому, что наш космос перестанет быть домом, который мы знаем. На следующий день Хелена привлекла внимание к излучению Хокинга, поразительному механизму, через который черные дыры испаряются. Эффект Хокинга, который изначально казался абстрактным, наконец обрел практическое значение, и группа молодых исследователей восхищенно обсуждала его последствия. Эксперименты показывают, что черные дыры медленно теряют массу из-за излучения. Если эта тенденция сохранится, то как быстро мы можем потерять все звезды? Задала вопрос Оливия, аспирантка и один из главных исследователей. Хелена отметила, что черные дыры не являются единственными массивными объектами, способными исчезать. Нейтронные звезды и белые карлики также подвержены этому процессу игнорирования скрытой энергии. С каждым новым фактом, который она представляла, эмоции зашкаливали, и личные переживания молодых астрономов подтверждали, что знать об этом — это не просто научное изучение. Космос становился все более одиночным. Исчезали звезды и планеты, и даже у людей могли бы возникнуть боли. Их эфирное существование стало вопросом, боязненно ожидая своей пропажи в бездне. В разгар обсуждений Хелена обратилась к обширным временным рамкам. По расчетам, белые карлики могут существовать на протяжении 10 в 78 году, а нейтронные звезды — 10 в 67 году. Но даже эти величественные временные рамки кажутся относительно короткими для истинного космического порядка. В атмосфере конференции накапливались ощущения нагнетающего пессимизма. Вопросы о том, что произойдет с Вселенной через эти миллиарды лет, стали ключевыми. Как будет выглядеть мир, когда все объекты исчезнут? Останется ли что-то живое, кроме пустоты и одиночества среди звездных руин? Мы должны помнить, что, исследуя наше прошлое, мы сможем изменить свое будущее, заметила Хелена, указывая на необходимость обращения к историческим событиям. Во время обсуждения между лекциями молодые исследователи начали совать идеи о том, как можно продлить жизнь во Вселенной. Может быть, у нас есть шанс создать условия для колонизации других галактик, где жизнь можно зафиксировать на века, предложила Оливия. Тем временем, исследуя динамику Млечного Пути, астрономы сделали интересное открытие. Перелом в галактической полосе G 359.13, вызванный столкновением нейтронной звезды
указал на то, что даже в условиях пульсирующей червицы Млечного Пути такие явления придавали космосу уникальное очарование и ощущение жизни. События приливного разрушения создавали возможности для изучения новых гравитационных полей. Яркие пятна, возникающие в результате разрывов, порождали волны излучения и порождали случаи новых галактических объектов. Все это говорило о превращении и цикличности космоса. Каждый приливный разрыв, каждая вспышка астрономического события — все это как загадочные капли в бесконечном океане. Сказал один из участников обсуждения, аспирант Итан, описывая величие космической симфонии. Однако умные мысли не оставили без внимания реалии. Например, недавние маневры на Международной космической станции, МКС, вызванные фрагментировавшейся китайской ракетой Чан-Чан, привлекли внимание Хелены. Разговоры о непосредственной угрозе для космонавтов заставили ученых оценить риски. Следует помнить, что каждое наше движение в космосе — это возможность не только себя защитить, но и продлить свое существование, призвала Хелена. Подобные инциденты напомнили о важности сохранения бюджета для таких научных инициатив. А с администрированием правительства ситуации становились все более сложными. К примеру, недавние реформы национального бюджета указывали на сокращение финансирования НАСА на 24%, что угрожало многим экспериментам. Хелена понимала, что конец научных программ по возврату образцов с Марса мог привести к огромным потерям в понимании научных концепций. Вдохновляясь своими размышлениями, Хелена привела мир к удивительному открытию в древнеегипетских наскальных рисунках — изображение нашей галактики. Эта находка, сделанная в ходе археологических раскопок в Долине Царей, заставила ее задаться вопросом: как могли древние цивилизации, не обладая современными инструментами, построить картины, которые так точно отражают известные нам галактические структуры, воскликнула она, удивленно разглядывая обсидиановые обелиски. Находки в плато Небры, а также копии древнего зодиакального зала в Дендерах откровенно удивили исследовательскую группу. Цивилизации, которые когда-то казались легкомысленными, теперь обращались к небу, фиксируя астрономические явления с точностью. Это открытие обнажало новые горизонты к пониманию того, как старые культуры могли обратиться к звездам. Исследование Весты стало следующей важной темой. Открытие аппарата NASA Dawn привело к выдвижению гипотез, что Веста на самом деле может быть осколком оторванной планеты, а не просто остатками недорослей. Так много факторов могут говорить о том, что Веста кажется маркером формирования нашей Солнечной системы, задумалась Хелена, обдумывая результаты. Оборудование, отправленное в космос для исследования, стало маяком нового научного подхода к планетарной археологии. Причудливые каменные образования и следы вулканической активности на поверхности Весты лишь подтвердили идею о недавнем геологическом процессе. Гравитационные измерения, проведенные аппаратом Даун, указывали на уникальные особенности структуры Весты. Изучая изменения притяжения, ученые смогли построить карты гравитационного поля и глубже понять внутреннюю архитектуру этого таинственного объекта. Несмотря на мрачные предсказания и неопределенность, мысль о том, что мы можем повлиять на свое будущее, остается в умах всех участников конференции. Как бы ни выглядела конечная судьба, важно помнить о стремлении к познанию. Мы однозначно должны стремиться не только к изучению нашего времени, но и к возможности влияния на его исход, заявила Хелена. Каждая находка, каждая новая гипотеза напоминала о том, что жизнь может найти пути даже в самых неосуществимых условиях. Научные исследования — это не просто потоки азота и анализ данных. Это сокровенная связь с тем, что было и что будет. Однажды исследователи составили список безграничных возможностей по колонизации иных галактик. Это стало их главной надеждой. Научный мир, елки, пестрящие непонятной пеленой, уже готовил возвращение людей к звездам.
Хелен и ее команда решили, что мотивация к дальнейшим исследованиям, а также обретение знания о конце пространства сильно изменили представление об их миссии. Космос — это не просто предмет изучения, а отражение их внутреннего мира. В процессе поиска они пытались увидеть широту возможностей. Интуитивно понимая величие своих открытий, они ощущали, что даже с угрозами, мучающими время и пространство, заслуживает спасения. Куда бы они ни стремились, каждое новое открытие приближало их к пониманию удивительных тайных механик силы и подготовило будущие поколения к освоению далеко за пределами привычного. Так, их Одиссея продолжалась, оставаясь в поисках ответов на вопросы, которые время часто стирает из жизни. Но они знали, что, несмотря на мрак, во тьме всегда найдется свет.